Друзья, если у вас нет возможности читать роман Вальтера Скотта «Айвенго», смотрите это видео. Это один из первых исторических романов в мировой литературе. Написал роман автор в 1819 году. «Айвенго» был бестселлером того времени. Это история о приключениях рыцаря Айвенго. События романа происходят в конце XII века в средневековой Англии. Роман состоит из 44 глав. Я сделал 4 видоса по 11 глав. Сейчас вы услышите пересказ глав с 1 по 11. Итак, роман начинается исторической справкой. Это период конца царствования короля Ричарда I. Крупные феодалы что хотели, то и делали. Никакой управы на них не было. Нормандский герцог Вильгельм завоевал Англию. Прошло уже 4 поколения, а вражда между норманнами и англосаксами оставалась. Саксонские принцы и знать либо были убиты, либо лишены всех владений. На официальном уровне официальным языком был нормано-французский. Крестьяне и люди низших сословий говорили на английском, но феодалам ведь нужно как-то было говорить с рабочей силой. Вот и появился суржик, смесь французского и английского. События романа происходят в то время, когда европейцы ходили в Палестину со своими крестовыми походами. Как правило, ходили бездельники, которые не могли найти себе занятия дома. Вот они и ходили в далекие земли, чтобы разорять и грабить их, но под видом особой любви к христианскому Богу. На холме находились 2 простолюдина. У одного из них на шее был неснимаемый ошейник, на котором было написано «Гурт, раб Седрика Роттервудского». Он был свинопасом. Свиньи паслись недалеко. Рядом с Гуртом сидел парень лет на 10 младше. У него тоже на шее был ошейник. Вамба, раб Седрика Роттервудского. Вамба был шутом. Кстати, Гурт, а ты обратил внимание, что когда свиней и быков пасут, их называют по-саксонски, а как только их подают к столу, то по-нормански? Нет, точно, прикольно. Вечерело, парни собрались домой. Они слышали вдали конский топот. Вскоре 10 парней нагнали их. Впереди ехали 2 знатных чувака, остальные их слуги. Один знатный был монахом, приором Эймером, в очень дорогой одежде. Второй – мужчина старше 40, крепкий, мускулистый, загорелый, на лбу глубокий шрам. На нем была кольчуга. За ним ехали его оруженосцы. По их внешнему виду было понятно, что они с Востока. Монах был настоятелем местного аббатства. Он любил девчонок, выпить, охоту, в общем, все как и сейчас. Эймер был щедрым, раздавал деньги крестьянам. Денег-то у него было дофига, потому в округе к нему относились хорошо. Гурт и Вамба почтительно поклонились ему. «Парни, где здесь можно поесть и переночевать?» – спросил монах. «Там есть аббатство, ехать, правда, далековато, а вот там живет священник, он поближе», – ответил ему шут Вамба. «Мы не просим ночлега у других священников, мы просим у обычных людей, чтобы у тех была возможность послужить Богу. Ясно? Где живет ваш хозяин?» «Наш хозяин рано ложится спать», — сказал свинопас Гурт. «А нам пофиг», — ответил воин. Он вытащил плетку и готов был ударить Гурта. Гурт выхватил нож и приготовился защищаться. Священник успокоил обоих. Он бросил шуту монету и попросил указать дорогу к их хозяину. «Да не вопрос. Поезжайте туда-то, там поверните туда-то, и оттуда увидите замок хозяина. Да и поспешите, скоро будет гроза». Всадники сразу ускакали. «А ты тролль 80 уровня», — сказал Гурт Вамбе. «По твоим указаниям они никогда не найдут замок хозяина». «И правильно, нефиг таким уродом ехать к нашему хозяину. Пусть валят куда-то в другое место». А тем временем воин спросил аббата, почему он не позволил ему разобраться с рабом. «Ты странный, это тебе не Палестина. Нельзя вот так просто убивать чужих рабов.
Их хозяин Седрик, к которому мы сейчас едем, вряд ли был бы рад, если бы ты убил того парня. Оказалось, что парни ехали к Седрику Саксу, чтобы увидеть его родственницу, девушку Равенну, о красоте которой знали все вокруг. Она была более знатного рода, чем сам Седрик. Он был ее попечителем. Священник и воин заключили пари. Золотая цепь священника против 10 бочек вина воина. Священник сказал, что Бриан не устоит от красоты девушки, увидев ее. Воин не верил, что такое возможно. Да Седрик своего сына изгнал из замка, когда тот осмелился посмотреть на Равенну влюбленными глазами, сказал священник. Компания подъехала к кресту на дороге. Так, о нем говорил Шут. Теперь налево. Нет, направо. Спорить могли еще очень долго, как вдруг увидели какого-то парня. «Братишка, как проехать к замку Седрика?» «Да я сам туда иду. Возьмите с собой, я покажу». Ему дали лошадь, и незнакомец повел всю бригаду за собой совсем в другую сторону. Вскоре показался Роттервуд, жилище Седрика Сакса. Незнакомец рассказал, что он пилигрим, то есть паломник, что вернулся из Святой Земли в Палестине. Замок был хорошо укреплен от врагов. Вокруг его защищал ров с водой. Когда мужики подъехали к подъемному мосту, начался ливень. В большом зале за столом сидел хозяин замка Седрик Сакс и ожидал ужина. Он был среднего роста, крепкий, нетерпеливый и вспыльчивый. Возраст под 60. Сейчас он был раздражен. Леди Равенна долго ездила в церковь и до сих пор не переоделась к ужину. Гурт и Вамба не вернулись, и кто знает, что с ними случилось. Седрик больше волновался за своих свиней, чтобы с ними ничего плохого не произошло. Слуга доложил, что у ворот замка стоят приор Эймер, воин Бриан и их свита. Просят у нас ночлега и похавать. Они едут на турнир. Что будем делать? Блин, оба норманы. Да что делать? Впусти их. Мой дом открыт гостям. Хотя, конечно, лучше бы они проехали мимо. Седрик распорядился принять слуг гостей и позаботиться о них. Он размышлял о самих гостях. Священник Эймер был братом человека, с которым Седрик был в плохих отношениях. О воине Бриане он слышал и хорошее, и плохое. Седрик велел подать к столу лучшее вино. Гости вошли в зал. Они уже переоделись, обсохли. За ними вошли слуги и тот пилигрим, который показал дорогу к замку. Седрик пригласил гостей к столу. А потом напихал Гурту и Вамбе за то, что долго не возвращались. Пилигрим сел погреться у камина. Началась трапеза. Еды было много и очень вкусной. Затем в зал вошла леди Равенна. И сразу же воин Бриан сказал священнику, что проиграл пари и готов отдать 10 бочек вина. Он не отводил от девушки глаз. «А вы поедете на турнир?» – вдруг спросил священник у Седрика. «Нет, что-то не хочется. Ну его». Седрику Саксу доложили, что у ворот какой-то путник просит ночлега. «Впустите его», – сказал хозяин, – «кто бы он ни был. Он еврей Исаак из Йорка». Как только священник и воин услышали это, стали вонять, чтобы его ни в коем случае не подпускали к ним. «Дорогие гости», – сказал Седрик, – «есть законы гостеприимства, и я не могу их нарушить даже в угоду вам. Потерпите, не растаете». В зал вошел еврей. Это был высокий, седой старик. Он почтительно несколько раз поклонился. Никто за длинным столом не хотел потесниться, чтобы Исаак сел рядом. Ни христиане, ни сарацины. И только пилигрим, сидевший у камина, сказал, чтобы он сел на его место погреться и спокойно поужинать. Эймер и Бриан завели разговор о преимуществах французского языка. «Парни, да мне насрать», — сказал Седрик. «Я люблю свой английский». Затем разговор зашел о крестовых походах. И вдруг пилигрим сказал, что англичане очень крутые воины. Все посмотрели на него. После взятия такого-то города король Ричард устроил турнир, и тогда все битвы выиграли англичане, сказал пилигрим.
Кстати, против них тогда выступали парни из ордена рыцарей храма, которому принадлежит и воин Бриан. Он тоже это знает. Бриан был разгневан речью Пилигрима, а Седрику, наоборот, было приятно услышать о доблести соотечественников. «Если ты скажешь имена тех парней, я тебе подарю золотой браслет», — сказал Седрик. «Да не вопрос, только золото мне не нужно». И Пилигрим с легкостью всех назвал, вот только на 6-м рыцаре он замялся. Это был молодой парень, я забыл, как его зовут. «Я напомню», — вдруг сказал Бриан. «Это тот, кто сбил меня с лошади. Конечно, по вине самой лошади. Его звали Айвенга. Он был круче всех. И я снова готов сразиться с ним». «Его нет в Англии», — ответил Пилигрим. «Но когда он вернется из Палестины, вы с ним сразитесь. Я вам обещаю». «Чем докажешь?» Пилигрим сказал, что расстанется со своим кулоном, в котором была частица креста Господня. Бриан отдал в залог свою золотую цепь. «Окей», — сказал священник, — «я отвезу кулон и цепь в свой монастырь, а когда все разрешится, я отдам. Честное слово». Эймер видел, что ситуация накалялась, и тогда, чтобы избежать конфликта, он сказал, что всем пора в баиньки. Кстати, произнесенное имя Айвенга вызвало бурю эмоций в голове Седрика. Потом узнаете почему. Уходя на покой, Бриан сказал еврею оскорбительные слова, а потом что-то своим слугам на их языке. Еврей Исаак, кстати, тоже шел на турнир. Когда Пилигрим шел в гостевую спальню, к нему подбежали слуги Седрика и пригласили его еще немного посидеть с ними и рассказать истории о Святой Земле и рыцаре Айвенга. «Нет, парни, давайте другим разом». «Ну раз так, спи тогда рядом с евреем», — ответили ему. По дороге служанка леди Равенны попросила Пилигрима зайти к ее хозяйке. К ней Пилигрим пошел. Девушка спросила парня об Айвенго. «Дамочка, да я не знаю, где он сейчас. Слышал, что он собирался вернуться в Англию». Равенна дала Пилигриму золотую монету, и его провели в чулан на ночлег. Рано утром он зашел в соседний чулан, где спал еврей. «Старик, просыпайся. Тебе нужно уходить из этого дома как можно скорее, иначе будет жопа. Я вчера слышал, как Бриан на сарацинском языке сказал своим слугам, чтобы они следили за тобой и схватили тебя, когда ты отойдешь от замка подальше. Они еще пьяные спят, так что уходи сейчас. Предлагаю идти со мной, я эти места хорошо знаю». Еврей сразу засобирался. Пилигрим зашел в соседний чулан, где спал свинопас Гурт. «Вставай, Гурт, открой нам калитку и помоги выбраться отсюда». Гурт проснулся. «Какого ты меня разбудил? Вали отсюда, я спать хочу!» Тогда Пилигрим нагнулся и тихонько на ухо что-то сказал свинопасу. Тот сразу подскочил и без пререканий пошел вперед. Гурт пошел за мулами для Пилигрима и еврея, а потом провел их за пределы замка. Исаак боялся всех вокруг, ведь в те времена евреев все презирали, и всякий хотел унизить, побить или ограбить любого еврея. После долгого пути Пилигрим сказал: «Через полчаса мы подъедем к городу Шеффилду, там мы расстанемся. В городе ты найдешь своих собратьев, которые окажут тебе помощь». «Как я могу тебя отблагодарить?» – спросил еврей. «Меня никак. Хотя, если у тебя в должниках есть какой-то христианин, освободи его от долга. Это и будет твоей благодарностью мне». «Это понятно. Я хочу отблагодарить именно тебя. Вижу, что тебе нужен конь и доспехи. Ты не совсем тот, за кого себя выдаешь. Я это понял, я ведь еврей». Исаак написал письмо и отдал его парню. «В городе Лестере есть богатый еврей Кирджат, которого все знают, он мой родственник. Передай ему это письмо, и он даст тебе лучшего коня и лучшие доспехи. После турнира верни все, или потом заплати за это». Исаак, по правилам турнира, проигравший отдает своего коня и вооружение победителю. Да, точно.
Блин, как-то я об этом не подумал. Значит, ты победишь. В те времена английский народ был в большой печальке. Их король Ричард Львиное Сердце был в плену у герцога австрийского, и о его судьбе ничего не было известно. Принц Джон, брат Ричарда, был в союзе с французским королем, которого Ричард считал врагом. И именно принц Джон договорился с герцогом австрийским, чтобы тот не выпускал из плена его брата. Фишка в том, что в случае смерти Ричарда на трон претендовал их племянник Артур, сын старшего брата Джеффри. Потому Джону нужно было изловчиться, чтобы всех обойти. У феодалов из-за нестабильной ситуации кончались деньги. Они шли за кредитами к евреям, а потом сами старались их уничтожить, чтобы долг не отдавать. В общем, время было мрачное. Ну а когда все вокруг плохо, людям что нужно? Правильно, зрелищ. И вот все, и бедные, и богатые, потянулись на рыцарский турнир в город Ашби. Даже принц Джон обещал посетить турнир. Рядом с ареной, где проходил турнир, стояли шатры тех рыцарей, которые принимали в нем участие. Чуть дальше находились другие рыцари, менее крутые. Толпа заполнила все места. Люди сидели и на холмах, и на деревьях, и на церквях. На центральном месте трибун стояли две ложи. Одна для принца Джона, другая для королевы любви и красоты. Еврей Исаак тоже был здесь. На этот раз он был одет по-богатому. Вместе с ним была красавица-дочь Ревекка. Выехав на коне на арену, принц Джон увидел на трибуне Ревекку. Он узнал Исаака, который не мог поделить с кем-то место. «Исаак, мой друг, вам с дочкой сейчас предоставят хорошие места», — сказал принц Джон. Джону всегда были нужны деньги, а деньги всегда водились у евреев. А Исаак был самым богатым среди евреев-ростовщиков. Потому принц Джон почтенно обращался к Исааку. На местах, куда собирался принц пересадить Исаака, сидел Седрик Сакс со своим родственником Аттельстаном. Этот Аттельстан был потомком последнего короля саксонской династии, и именно за него Седрик хотел выдать замуж леди Равенну. Аттельстана называли неповоротливым за медлительность и вялость. Требование принца уйти с их мест было оскорбительным для Седрика и Аттельстана, потому они никуда не ушли. Исаак и сам не хотел идти на те места, но принц настаивал. И когда Исаак приблизился к Седрику, вскочил шут Вамба и достал кусок свинины. От неожиданности еврей отступил и упал, скатившись вниз по лестнице. Все вокруг расхохотались. «Ладно, найди себе где-нибудь другое место», — сказал принц Джон, — «и дай мне немного денег». Он сам взял из сумки Исаака золотые монеты и бросил их победителю, шуту Вамбе. Принц Джон обратился к аббату Эймеру. «Мы ведь забыли назначить королеву любви и красоты. Я хочу Ревекку». «Нет, она же еврейка. Леди Равенна лучше». «Да пофиг, хочу потроллить всех саксов. Вот будет весело, когда у них пуканы разорвутся». «Нельзя этого делать», — сказали парни из свиты принца. «Последствия могут быть очень негативными». «Да ладно, я же пошутил», — отмазался принц Джон. «Пошутил? Вы что, шуток не понимаете? Кого же тогда выбрать?» «Пусть королеву выберет тот, кто победит», — посоветовали ему. По правилам турнира 5 избранных рыцарей могли вызвать на бой все желающие. Можно было биться тупыми копьями, что исключало смертельный исход, а можно было острыми, тогда кто-то погибал. Среди тех, кто в первый день победит 5 раз, принц объявит победителя. Ему подарят лучшего коня и дадут право избрать королеву любви и красоты. Во второй день принять участие могут уже любые рыцари. Парни весь день будут рубиться, а потом принц Джон объявит победителя. Золотой лавровый венок ему вручит королева красоты. На третий день стрельба из луков, бой быков и другие развлечения для простого народа.
Благодаря этому турниру принц Джон хотел получить больше сторонников, чтобы потом ему было легче получить трон. Все рыцари решили биться тупыми копьями. Зрители расстроились. Они-то хотели видеть кровь. Как проходил бой? Два рыцаря на конях и с копьями в руках скакали друг на друга. После того, как они встречались, кто-то сраженный падал на землю, а кто-то оставался в седле. Так вот, те избранные рыцари постоянно побеждали, а это очень бесило Седрика Сакса, ведь никто из англичан не мог победить норманнов. Он посмотрел на Ательстана. Может, у того хватит смелости бросить вызов чужакам. «Я лучше завтра», — сказал Ательстан. «Что-то сегодня не хочется. Облом». Да и вообще никто не изъявлял желания биться с теми рыцарями. И вдруг нашелся один смельчак. На его щите было написано «Лишенный наследства». Все думали, что он вызовет на бой самого слабого из тех рыцарей. Но нет, он вызвал на бой лучшего, Бриана. Причем ударил в его щит острым концом копья, что означало, что он хочет биться с ним насмерть. Бриан был очень удивлен. Толпа взревела от восторга. «Ты покойник», — сказал Бриан рыцарю. Он сел на свежую лошадь и взял новое копье и щит. Зрители болели за парня, хотя и понимали, что шансов у него нет. Рыцари поскакали навстречу. При ударе их копья разлетелись в щепки, но оба остались в седлах. Они взяли новые копья и снова поскакали навстречу. Бриан ударил в щит, а парень в шлем. Удары были сильными. Подпруга на седле Бриана не выдержала и лопнула. Воин упал с лошади. Он быстро поднялся, схватил меч и с гневом бросился на рыцаря. Тот тоже выхватил меч. И тут подбежали организаторы. «Нет, парни, по правилам на мечах нельзя». Злой Бриан ушел в свой шатер, а парень вызвал остальных 4 рыцарей и со всеми с легкостью разобрался. Причем последний после схватки погиб. Победителем дня принц Джон объявил рыцаря, лишенного наследства. Толпа была в восторге. Рыцаря попросили снять шлем, чтобы предстать перед принцем. «Я не могу сейчас этого сделать», — ответил рыцарь. В те времена это было нормой. Рыцари часто давали странные обеты, и никто их за это не осуждал. Не хочешь? Как хочешь. Принцу, конечно, это не понравилось. Мало того, что незнакомец побил всех его любимцев, так он еще и лицо не хотел показывать. Никто не знал, кто бы это мог быть. А кто-то предположил, что это был король Ричард. Принц Джон сразу побледнел. Ему объяснили, что король раза в 2 больше, чем этот парень. Принц успокоился, но обосраться успел. Рыцарь подошел к принцу. Тот торжественно подарил ему боевого коня. «А теперь выбери королеву любви и красоты», — сказал принц. Он повесил на копье рыцаря венец. И с этим венцом рыцарь пошел вдоль трибун к балкону, где сидела леди Равенна. Он опустил венец к ее ногам. На сегодня турнир был окончен. Организаторы выделили победителю шатер, чтобы он мог в нем расположиться. Тем временем еврей Исаак подсчитывал, сколько победитель успел заработать, победив 5 рыцарей. И он очень волновался за лошадь победителя и его дорогие доспехи, чтобы с ними, не дай бог, ничего не случилось. В шатре рыцарю помогал его слуга. Это был свинопас Гурт. Так что личность рыцаря все еще оставалась тайной для всех. А вечером к шатру оруженосцы 5 побежденных рыцарей привели коней с доспехами своих хозяев. «Вы имеете право взять их себе или получить за них выкуп», — сказал оруженосец. «Парни, у меня денег нет, поэтому давайте свои бабулесики и забирайте коней с доспехами. Половину денег отдайте мне, а другую половину раздайте себе, другим слугам и организаторам турнира». А вот оруженосцу Бриана рыцарь сказал, что не примет от него ни лошади, ни доспехов, ни выкупа. «Он мой смертный враг, потому мы еще с ним сойдемся в бою, так и передайте ему».
хозяин не примет назад лошадь и доспехи. Тогда возьмите их себе, я вам их дарю, сказал рыцарь. Благодарные оруженосцы ушли. Рыцарь дал деньги Гурту и велел ему найти в городе еврея Исаака и отдать их ему. Исаак с дочкой в это время жили рядом с городом в усадьбе другого богатого еврея. «Вот же гаденыш этот принц», — говорил Исаак дочери, — «взял у меня деньги». «Ничего, отец, ты заработаешь еще больше». «Да я вот еще за коня и доспехи переживаю. Тот рыцарь парень хороший, но ведь ни один христианин добровольно не отдаст еврею долг. Эх, придется мне заплатить Кирджату за коня и доспехи». И тут к Исааку пришел Гурт. «Еврей, лошадь Кирджата стоит в конюшне. Скажи, сколько тебе заплатить за доспехи?» «Ну, где-то 80 монет». Гурт думал, что тот больше заломит. «Окей, держи и будь здоров». Исаак написал расписку, что деньги принял. Ревекка тем временем вышла из комнаты. Когда Гурт ушел от отца, она позвала его к себе. «Сколько, отец, взял с тебя денег?» 80 монет. Твой хозяин оказал моему отцу услугу гораздо ценнее. Вот тебе 100 монет. Верни хозяину его 80, а остальные возьми себе. Гурт был вне себя от радости. Хозяин дал ему 10 монет, еврейка 20. Теперь он подумал, что скоро сможет выкупить себя и стать свободным человеком. Возвращался Гурт, когда было уже темно. И вот во враге на него набросились 4. «Деньги есть? Давай, что несешь». Потом присоединились еще 2. «У меня 30 монет. Я хотел выкупить себя». «Вот это джекпот!» – закричали разбойники. «О, да у тебя гораздо больше денег!» Разбойники отняли все. «Кто твой хозяин?» – спросили его. «Рыцарь, лишенный наследства». «Блин, он ведь так классно сегодня разбил этих норманов», — сказал главарь разбойников. «Мы ведь хорошие. Значит так, вот тебе дубина. Если победишь вот этого парня, уходи с миром». Под светом луны свинопас сошелся с мельником, и Гурт оказался сильнее. «Молодца, честно победил», — сказал атаман. «Ладно, забирай свои деньги. С тобой пойдут 2 моих ребят, чтобы провести тебя. Хоть скажи, кто твой хозяин?» «Не могу». «Блин, а тебя как зовут?» «Тоже не могу сказать». «Понятно. Ладно, вали уже». Когда Гурт вернулся в шатер, то сразу рассказал хозяину о всех своих приключениях. Друзья, это был пересказ глав с 1 по 11. Кто хочет еще, смотрите следующий видос.